Туранид – антропологические типы Евразии. Если на востоке Европы основным антропологическим типом является балтит и его многочисленные производные, то Азия встречает нас типом туранид, не менее часто распространенным в умеренной климатической зоне. Терминология здесь вызывает яростные споры. Если на Западе тип именуется туранидом, по древнему кочевому царству Туран, в чьих границах сейчас находится максимум типа, то в российской антропологии он именуется южносибирским. Вероятно, российский вариант менее точен, так как учитывает только распространенность типа среди казахов Омской, Курганской областей, а также среди сибирских татар, в то время как его ареал много шире и южнее. Очень долго само существование типа вызывало сомнения. Считалось, что туранидный комплекс – это результат смешения нескольких европеоидных и монголоидных типов, а не самостоятельный объект. Однако в итоге победила версия о том, что туранид – самостоятельный антропологический тип, хотя и действительно смешанного происхождения. Пожалуй, это самый молодой расовый тип, так как его генезис происходил уже в раннем Средневековье, а начался не ранее первого тысячелетия уже нашей эры, когда началась экспансия монголоидов в европеоидную Среднюю Азию. В классификации известного советского антрополога Алексеева южносибирская локальная раса входит в азиатскую ветвь восточного амероазиатского ствола и делится на следующие группы: Алтай-Саянская группа популяций, группа алтайцев и хакасов, казахстанская группа популяций, казахи, Притиньшанская группа популяций, киргизы. Итак, какие же признаки у туранида? Цефальный индекс, брахицефалия, голова широкая. Лицо среднее, часто угловатое, реже квадратная средняя высота головы от уха до макушки. Затылок округлый, среднее, а нередко пониженное переносие, проявление монголоидного компонента. Угол выступания носа к линии профиля пониженный. Профиль носа среднепрямой, часто вздернутый кончик, тонкие или средние слизистые губ. Слабо выраженное надбровье и почти прямой лоб. Челюсть средне-широкая, подбородок сглаженный почти не выступает. Среднее или слабое развитие бороды и ослабленный рост волос на груди. Цвет глаз номера 1 и 2 по шкале Бунака, черный, темно-карие, складка верхнего века, среднее. Цвет волос черные, фототип кожи номер 3, кожа хорошо загорающая. Структура, форма волос прямые, жесткие. Рост малый или средний. Упрощенно, это невысокий, но коренастый человек с короткой шеей и широкой, большой головой. У него смуглая кожа, темные волосы и глаза, угловатое и широкое лицо, у мужчин есть усы и борода, но не такая густая, как у европеоидов. Часто у него есть монголоидная складка верхнего века, плотное сложение тела, относительно короткие конечности и широкое туловище. Где обитают тураниды? Основной ареал обитания остался прежним, как и 1000 лет назад, это среднеазиатские государства, однако из-за монгольской экспансии этот тип распространился на очень большой территории. Тураниды доминируют среди казахов, нередки среди татар и башкир, чувашей, западных монголов, сибирских татар, турок, азербайджанцев, узбеков, таджиков, туркмен, уйгуров, калмыков. Встречаются среди некоторой части украинцев, южных русских, среди венгров, болгар и румын. В прошлом туранидный тип был базовым для населения Золотой Орды, значительной части кочевых племен степи. Отдельные тураниды встречаются среди гуннов, авар, хазар, кыргызов. Компонентами для образования туранида было европеоидное население Центральной Азии кочевых племен, потомков сарматов и андроновского населения. Они в течение столетий смешивались с монголоидными группами, а уже после экспансии Чингисхана процесс резко ускорился, приведя к примерному равенству признаков от обоих групп. Среди туранидов нередки варианты как почти чистых монголоидов,
так и типов со светлыми глазами и рыжими оттенками волос. Тип является базовым для Средней и Центральной Азии, поэтому у него есть несколько ответвлений. Аралит – это туранит с ярко выраженными монголоидными особенностями, и наоборот туранит, но с минимальным монголоидным влиянием, называется померит. По географической локации типов – окрестности Аральского моря и горцы Памира. В СССР было принято различать на монголоидный южносибирский тип и европеоидный памиро-ферганский, причем за эталон среднеазиатских европеоидов были взяты таджики. Советские антропологи считали, что памиро-ферганский антропологический тип, представителями которого ныне являются таджики, памирские таджики или памирские народы, наиболее чистые представители, часть узбеков, представляет собой древнюю метисацию палеоевропеоидного типа с местным средиземноморским, в результате которого памиро-ферганцы унаследовали массивное лицо от палеоевропеоидов, а от средиземноморцев – смуглую кожу, темные волосы, глаза. Признаки андроновского населения среди таджиков и казахов довольно ощутимы. Крупные, массивные фигуры, большие головы, нередко с экстремально большой шириной скул, при этом резкие черты лица. Выступающие челюсти, нос, надбровья, даже если есть монголоидное сглаживание. Также существует самый западный вариант туранида, так называемый Ильфёльд, распространенный в Венгрии и Румынии и связываемый либо с экспансией мадьяров, либо более поздним расселением кыпчаков. И еще более западный туранид встречается в сотых долях процентов среди немцев, как было замечено антропологом Чебоксаровым. Происхождение их неизвестно, но явная туранидная внешность определенно прослеживается в популяциях Тироля, Баварии, Вюртемберга. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.